Здравствуйте! Приветствую вас у себя на канале, где я делюсь своим опытом по вязанию, конкретно по вязанию тапочек и все каждые детали, из которых тапочки состоят. Меня зовут Елена, очень приятно видеть вас у меня, и надеюсь, мой канал, мои видео будут для вас полезные, и вам понравится, как я объясняю и делюсь своим опытом. Значит, сегодня я хочу предложить вам связать стельку из джута. Вот такой вот формы. Джут я использую трехниточный, работаю 4-м крючком. И конкретно вот по стельке не только такой формы, а именно стелек, которые вяжутся по спирали, не обязательно из джута, из любого материала. Хочу немножко вот остановиться на таком моменте. Если вы уже вязали, то когда мы вяжем стельку по спирали, две стельки, левая и правая, допустим, да, они не бывают идеально похожи. То есть где-то все равно есть какое-то отклонение. И вот я связала стельки две. Вот у меня две соединены между собой. Почему соединены? Потому что немножко все равно разница в форме была. И чтобы потом при приклеивании ее на микропористую резину или на эво подошву, то есть на любую подошву, у меня была одинаковая ровная форма. Я что сделала? Я связала две стельки, одну левую, другую правую, и соединила их между собой, как обычно соединяем мы подошву, когда вяжем двойную вязаную. Отпарила. Придала форму, порастягивала, пока отпаривала, чтобы стельки были абсолютно одинаковые. И вот теперь я распарываю свое соединение. И у меня две стелечки абсолютно одинаковой формы. Вот такой вот способ я применяю, как правило, при джутовых стельках, чтобы форма была одинаковая и не было никаких перекосов. Тем самым дополнительно я, естественно, когда соединяю, у меня идет полностью соединение двух косичек, то есть дополнительная проверка о том, что у меня совпадает количество столбиков и кромочных петель и на одной стельке, и на другой. Ну, теперь давайте приступим к вязанию. Значит, еще раз вернусь к размерам. Здесь у меня, я вяжу крючком 4, джут у меня трехниточный, вяжу я в одну нитку. Здесь у меня был набор 29 петель основного полотна и 1 воздушная петля подъема. В итоге стельки у меня получились длиной 26 сантиметров, то есть от носочка до пяточки, не учитывая косичку, вот эту вот окантовочную, то есть они у меня были соединены, и вот не учитывая вот эту окантовочную косичку, длина стельки 26 сантиметров. Мы с вами свяжем, то есть для вас вот в этом видео я свяжу, значит, из 27 петель, 27 петель, 1 петля подъема, и выйдем, когда на результат стельки, оглашу вам размер этой стелечки. Приступим. У меня набрана цепочка из 28 воздушных петель, 27 петель будет рабочих и 1 петля подъема. Начинаю я первый ряд с изнаночных перемычек. Есть вот косичка, это лицевые петельки, они хорошо видны, и изнаночная сторона этой косички, вот изнаночные перемычки. Тоже очень хорошо выражены, хорошо видны. Начинаю первый ряд с изнаночных косичек, перемычек вернее. Ввожу крючок за перемычку, вытягиваю ниточку на крючке, 2 петли, захватываю нить и протягиваю эту нить через 2 петельки. Столбик без накида провязан. Таких столбиков мне нужно будет провязать за задние перемычки 12 штук. Вяжу столбики без накида за заднюю перемычку. Это у стельки пяточная часть. 12 столбиков без накида провязала.
Дальше продолжаю первый ряд полустолбиками с одним накидом. Делаю накид на крючок, ввожу крючок за заднюю перемычку, вытягиваю ниточку, на крючке 3 петли, захватываю нить, протягиваю ее сразу через все 3 петельки на крючке. Это полустолбик с одним накидом. Таких полустолбиков у меня 2. Полустолбики, как правило, в стельках такого плана спиральных вяжутся для плавного перехода от столбиков без накида к более высоким столбикам. Дальше продолжаю носочную часть стельки столбиками с одним накидом. Вяжется таким образом: накид на крючок, ввожу крючок за заднюю перемычку, захватываю нить, вытягиваю 3 петельки на крючке, захватываю нить, провязываю 2 петли на крючке. На крючке остается еще 2. Захватываю нить и провязываю оставшиеся 2 петли. Это столбик с одним накидом. Таких столбиков с одним накидом мне нужно провязать 10 штук. Так я буду формировать уширение в носочной части. И у меня останется еще одна петля, в которой я буду делать закругление носочной части. Продолжаю вязание 10 столбиками с одним накидом. 10 столбиков с одним накидом готовы. Дальше я буду вязать полустолбиками с одним накидом, для того, чтобы формировать вот здесь вот такой скос на стельчике. Полустолбиков будет 2. Набор с накидом и провязываю сразу 3 петли на крючке. У меня осталась последняя перемычка, это центральная петелька, где я буду формировать округлость носочной части. Сюда в одну петельку за перемычку, за изнаночную я провяжу 2 столбика без накида, ввожу крючок в последнюю перемычку изнаночную и провязываю сюда 2 столбика без накида. Провязала. Далее вот этот хвостик перекидываю через рабочую нить и провязываю 1 полустолбик с одним накидом также за изнаночную перемычку, но теперь у меня переворачивается изделие, и я как бы визуально смотрю, что я провяжу ее через обе перемычки косички. 3 петли на крючке, все 3 провязываю одной петлей. И дальше перехожу на вторую половину первого ряда, и здесь у меня ряд будет состоять из косичек, но вязать, продолжать я буду только за заднюю перемычку. И теперь я продолжаю свое центральное закругление столбиками с одним накидом и буду их вязать за заднюю перемычку. Столбик с одним накидом, их будет 2. За заднюю, оба за заднюю перемычку. И дальше первый ряд я буду продолжать вязать за задние перемычки своей косички. Вот у меня косичка и задние перемычки. Продолжаю первый ряд столбиками с одним накидом. Их мне нужно будет провязать 11 штук за заднюю перемычку. 11 столбиков с одним накидом. И теперь я буду делать переход на пяточную часть. Но здесь мне нужно учесть такой момент, что частенько, когда мы вяжем внутреннюю поверхность, вернее, не то что внутреннюю поверхность, а вот именно продолжение, вторую половинку рядов основных, то у нас бывает, что здесь вот подтягивает вот в этом переходе как раз. И для того, чтобы этого стяжения и кривизны не было, я сделаю переход таким образом. Провязываю полустолбик с одним накидом в следующую перемычку. И тут же в эту же перемычку провязываю столбик без накида. Вот так. И продолжаю дальше окончание первого ряда 13 столбиками без накида. До конца ряда, и здесь у меня будет пяточная часть, где я буду формировать закругление. 13 столбиков без накида, и у меня остается одна перемычка.
В эту перемычку я сделаю прибавку из 2 столбиков без накида, провязываю также за заднюю перемычку. На этом первый ряд практически закончен. Здесь у меня остается дужка петли подъема. За крайнюю дужку я провязываю столбик без накида. Тем самым я закончила первый ряд. Перехожу на второй. Второй ряд я начинаю с прибавки. Вот у меня первая перемычка, первый столбик и первая перемычка первого ряда. Сюда я провязываю прибавку из 2 столбиков без накида. Дальше продолжаю пяточную часть своей стельки 11 столбиками без накида. (11 столбиков без накида). Далее вяжу переходные полустолбики с одним накидом. Их будет 2. Провязываю за обе перемычки 2 полустолбика с одним накидом. И дальше продолжаю столбиками с одним накидом. Таких столбиков у меня 12. Столбиков с одним накидом, и далее я продолжаю формировать скос стельки. Для этого провязываю 1 полустолбик с одним накидом. Дальше 1 столбик без накида в следующую перемычку. Дальше делаю прибавочку из 1 столбика без накида и 1 полустолбика с одним накидом. То есть в следующую перемычку, вот в эту, я провязываю столбик без накида и полустолбик с одним накидом. Следующая прибавка у меня будет состоять из 2 столбиков с одним накидом. В следующую перемычку я провязываю 2 столбика с одним накидом. И еще одну такую же прибавку из 2 столбиков с одним накидом. Перешла на вторую часть второго ряда, продолжаю столбиками с одним накидом, их будет 11 штук. За обе перемычки следующей косички продолжаю второй ряд столбиками с одним накидом, их будет 11 штук. 11 столбиков с одним накидом. Далее 2 полустолбика с одним накидом переходных от носочной части к пяточной. И продолжаю 13 столбиками без накида. Также за обе перемычки столбиками без накида приближаюсь к формированию пяточного закругления, где буду делать тоже прибавки. Вот такая вот форма получается. Сейчас очень красиво. 13 столбиков без накида. Пяточное закругление. Делаю прибавку за обе перемычки. Провязываю 2 столбика без накида за одну перемычку.
Дальше, следующую перемычку. 1 столбик без накида, следующую косичку. Далее 2 столбика, то есть делаю еще одну прибавочку. Следующую косичку провязываю полустолбик с одним накидом. И на этом второй ряд я закончила. Третий ряд я буду вязать полустолбиками с одним накидом. Такой момент по поводу размеров. Значит, смотрите, вот у меня третий ряд, он связан полустолбиками. Единственное, что здесь вот у меня столбики без накида, но весь ряд в основном связан полустолбиками. Если вы вяжете меньший размер стельки по набору, и вам не нужна будет такая ширина, то вы можете здесь провязывать столбиками без накида. То есть можно либо полностью весь ряд провязать столбиками без накида, либо только пяточную часть. Если же вам нужно наоборот уширение, вы вяжете больший размер, и вам нужна пяточная часть пошире, либо и носочная тоже, то мы можем здесь варьировать высотой столбиков. То есть в этом случае мы можем и четвертый ряд провязать столбиками больше, то есть такими же полустолбиками, допустим, начать пяточную часть полустолбиками, а носочную часть перейти на столбики с одним накидом. Единственное, что иметь в виду, что здесь для среза стельки нужно будет делать столбики поменьше. Третий ряд продолжаю столбиками, полустолбиками с одним накидом. Провязываю. Так, здесь я провязала один полустолбик. И дальше я делаю прибавку из 2 полустолбиков в одну косичку. И дальше продолжаю полустолбиками с одним накидом. Таких полустолбиков я провяжу 24 штуки до прибавок, которые будут оформлять окружность носочной части моей стельки. 24. Далее я вяжу один полустолбик и один столбик без накида как прибавку, то есть в одну перемычку. Один полустолбик и один столбик без накида в одну перемычку. Далее продолжаю за каждую перемычку столбики без накида. Их будет 4 штуки. Четыре столбика без накида. И дальше опять делаю прибавку из одного столбика без накида и полустолбика с одним накидом. То есть 2 разных столбика я провязываю в одну перемычку. Вот так. И дальше продолжаю третий ряд также прибавками из полустолбиков с одним накидом, то есть 2 полустолбика за одну перемычку, одна прибавка и еще одна прибавка из 2 полустолбиков за одну перемычку. Далее продолжаю ряд также полустолбиками с одним накидом. И до пяточного закругления мне нужно будет связать 27 полустолбиков с одним накидом. Продолжаю вязание
до конца ряда. 27 полустолбиков. И дальше продолжаю с закруглением пяточной части. Делаю прибавку в следующую перемычку из 2 полустолбиков с одним накидом. Дальше 1 полустолбик в перемычку. Еще 1 полустолбик в следующую перемычку. То есть после прибавки 2 полустолбика. И делаю опять прибавку из 2 полустолбиков за обе перемычки. Повторяю 2 полустолбика по одному за каждую перемычку. И этим заканчиваю 3-й ряд. 4-й ряд. Продолжаю прибавкой из полустолбика с одним накидом и столбика без накида за одну перемычку. Дальше продолжаю 4-й ряд столбиками без накида. Здесь буду провязывать 33 столбика без накида за каждую косичку до закругления в носочной части. Столбики без накида. 33 штуки. 33 столбика без накида. Дальше делаю прибавку для заострения носика. Также из столбиков без накида в одну косичку провязываю 2 столбика без накида. В следующую косичку 1 столбик без накида. И повторяю прибавку в следующую косичку из столбиков без накида. Продолжаю 4-й ряд столбиками без накида, без прибавок и убавок. Таких столбиков до закрытия ряда я провяжу 32 штуки. Два столбика без накида я заканчиваю ряд. Делаю прибавку для закругления из столбиков без накида. 2 столбика в одну косичку. И дальше провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок за обе перемычки, захватываю ниточку. На крючке 2 петли. И ту ниточку, которую я захватила и вытянула, я ее сразу протягиваю через петельку. Соединительный столбик. Вытягиваю нить. Обрезаю хвостик. Достаточно 10-15 сантиметров. И буду делать закрытие ряда. Закрытие ряда фальш-петлей. У меня есть хвостик. Буду имитировать вот эту петлю, чтобы продолжение ряда было красивым. Поэтому крючок завожу с изнаночной стороны, вот поверх вот этой петли, которую буду имитировать, вот здесь. Захватываю нить, вытягиваю ее наизнанку. И теперь мне нужно ее вернуть в то место, откуда я ее вытащила. То есть вот сюда в центр. Поэтому здесь я смотрю, вот это вот у меня косичка. Потом косичка ряда ниже лежащего. Вот эта перемычка. И чтобы закрепить дополнительную петлю, я ищу перемычку еще менее лежащего, более, скажем так, ниже лежащего ряда. То есть завожу крючок под перемычку ниже лежащего ряда столбика, потом под перемычку косички той петли, в которую я делала соединительный столбик, потом за перемычку косички самого соединительного столбика, захватываю нить,
и протягиваю через все эти 3 перемычки. Тем самым, имитируя косичку окантовки стельки, все разравниваю, и получается вот такой красивый край, ровненький. Эту петлю дополнительно закреплять я уже не буду, потому что при отпаривании она хорошо ляжет, и при приклеивании на микропористую резину она тоже будет уже зафиксирована. Сейчас, в данный момент, стелька имеет вот такой вот непонятный, какой-то гофрированный такой вот вид. Не надо этого пугаться, потому что при отпаривании она выпрямится, выровняется и будет иметь нормальный стандартный вид. Вот такой вот ровненький, ничего уже не будет топорщиться, ничего не будет, никаких не будет неровностей, волн. Все будет аккуратно и симпатично.